Да, это 4-й Да, здравствуйте, дорогие коллеги. Я расскажу как раз про обучение взрослых, о первом опыте специализированного курса по обучению идентификации птиц. Вот. Для начала хочу еще раз рассказать, что Birdwatching в России в последние годы набирает обороты, он становится все более популярным. Мы уже слышали, что все больше любителей приглашают участвовать в различных акциях. В Москве это учет водоплавающих птиц, соловьев, есть специальная программа Ильи Уколова, про которую мы уже слышали. Но есть такая проблема, что людям сложно учиться. Самые скромные боятся участвовать в каких-то акциях, учетах, потому что не знают, где этому научиться. Более смелые все-таки принимают участие, но опять же неизвестно, можем ли мы вообще доверять на самом деле их данным, насколько они качественно вообще различают птиц. Поэтому может что с этим сделать? Нажимайте более уверенно. Ну, еще раз скажу, что научиться определять птиц в природе самостоятельно сложно. По понятным причинам, если ты не биолог, то вообще непонятно, на что обращать внимание при взгляде на птиц, где их искать. Появляется уже в последнее время множество экскурсий, на которых можно вроде как учиться. На самом деле это малоэффективно, потому что экскурсии рассчитаны на начинающих, проводятся тоже на ограниченной территории, ограниченное время. Некоторые люди приходят часто на экскурсии, но все равно, очевидно, необходим некий специализированный курс по обучению идентификации птиц. И такой курс появился в 2006 году в Норвегии, в университете Норд. Назывался он Bird ID. Цель его была готовить специалистов для сбора данных для атласа гнездящихся птиц, для участия в различных учетах и мониторинге. И проект потихоньку начали присоединяться к нему другие страны с 2013 года. И к моменту 2017 он уже включал 7 стран вместе с Норвегией организаторами. Уникальность проекта в том, что он предлагает обучение идентификации птиц в природе, причем бесплатно. Также он обучает технике точечных и маршрутных учетов. И по окончании курса студент каждый получает сертификат, который он потом может предъявлять разным организациям, чтобы как-то подтвердить свою квалификацию. Здесь показана карта проекта. Он включает в себя всю Европу и Россию. Обычно регионом считается целая страна, вот здесь видно. А Россия, даже ее европейская территория настолько большая, что пришлось разделить на несколько регионов. И в 2017 году мы присоединились к этой прекрасной программе и запустили первый в России регион. Это называется в России Центральный лес. И это нам удалось сделать благодаря тому, что уже несколько лет существует поддерживаемое сообщество любителей птиц Birdwatching Moscow. И чтобы вступить в программу, нужно совершить ряд действий. Во-первых, мы перевели сайт на русский язык. Да, у программы есть специальный сайт, в конце я его покажу. И необходимо найти преподавателей. Преподаватели должны пройти сертификацию, сдав специальные онлайн-экзамены, чтобы подтвердить свое знание птиц и готовность обучать других. И мы весной 2017 года запустили, собственно, проект. При запуске программы самое сложное, обычно по опыту предыдущих стран-участников, это набрать нужное количество студентов. Это 25 человек. Мы тоже думали, что будем долго их искать, но на самом деле только мы опубликовали информацию в наших социальных сетях, тут же за 4 дня набежало уже целых 36 желающих, и пришлось набор закрыть, и после этого еще очень много людей присылали нам письма, что пожалуйста, пожалуйста, возьмите нас еще, а мы говорили, что мы, к сожалению, уже вообще никак не можем. И еще интересный показатель, что пришли люди самых разных возрастов и профессий. То есть это и молодые люди, еще студенты,
Да, в программе могут участвовать только лица от 18 лет. Вот. И у нас были люди из старшего поколения, и самых разных профессий. То есть это не обязательно какие-то близкие к биологии люди. Среди них были математики, физики, даже кандидаты наук, сценаристы, военные. В общем, очень много разных людей. Большинство из них, конечно же, было из Москвы и области. Ну, так как проект базируется, собственно, в основном в Москве. Но вот 2 заявки было даже из Санкт-Петербурга, потому что пока там это другой регион, а открытым был только у нас. Люди были самого разного опыта. То есть часть, конечно же, даже большая часть людей уже имела некоторый опыт наблюдений, там у себя где-то на даче, на кормушках, самостоятельных походах в парк. Часть людей имела уже опыт учета птиц, то есть это те самые смелые люди, которые не боялись в них участвовать, но поняли, что им все-таки необходимо обучение и пришли к нам. Ну и часть людей была совсем без опыта, но с большим желанием всему обучиться. Наши участники преследовали самые разные цели. Здесь они перекрываются, то есть кто-то мог преследовать вообще все возможные цели здесь представлены. И, конечно же, большая часть участников хотела просто узнать больше о птиц нашего региона, их биологии, разнообразии. Некоторые хотели провести время на природе с пользой. Часть людей, как раз те, которые уже участвовали в учетах, хотели улучшить свои навыки. Некоторые люди преследовали цель уже непосредственно стать волонтерами в каких-то разных проектах и быть уже с подтвержденной квалификацией. Ну и некоторые хотели научиться фотографировать птиц, находить их для этого. Что касается обучения, то оно происходило в основном в Москве и Московской области. Но один раз мы выбрались в Полистовский заповедник Псковской области, самая дальняя поездка. То есть всего получилось 14 локаций и 25 дней обучения. Вот эти циферки — это номер занятий. То есть в некоторых местах мы проводили по несколько дней. Занятия проходили в основном в выходные дни с апреля по июнь. Вот, в Москве мы учились различать лесных птиц в Битцевском парке, например. В Царицыно мы смотрели на танцы чонг в период размножения. В Покровском Стрешне вот здесь мы наблюдали за камышницей и видели многих лесных птиц и других околоводных. В Московской области побывали в том самом экологически чистом регионе Латышино. Здесь вот наши студенты и преподаватели смотрят на черкасостунка. В Бисеровском рыбхозе мы посмотрели на колонию озерных чаек. И на Звенигородской биологической станции МГУ мы провели студентов классическими маршрутами студентов зоологов Московского университета и встретили очень много птиц. Вот в Полистовском заповеднике была самая длительная поездка, удалось вырваться на майские праздники, и мы успели провести лодочные учеты, учеты на пеших маршрутах и даже по колено стоя в воде, так как это болотная система. В результате мы встретили, определили 168 видов птиц, что составляет примерно 80% гнездящихся птиц на территории Центральный лес. Птицы были в самых различных биотопах, и удалось встретить в том числе редких для Москвы области птиц, например, белую лазоревку, не скажу где, если надо спросить. Латышино. Да, конкретное место Все знают, спокойно. Ну ладно. Вот, это все прекрасно, но самое, наверное, неприятное для некоторых студентов часть была это экзамен. Сначала при вступлении в программу нужно было сдать экзамен не на оценку, а для того, чтобы
продемонстрировать свои первоначальные знания, чтобы потом мы могли как-то оценить прогресс. Здесь на фотографии видно, как мы готовились в Звенигородской биостанции к экзамену. Потом нужно было сдать полевые экзамены. То есть мы приходили фактически делали точный учет, там за 10 минут записывали преподаватели и студенты всех птиц, которых видели и слышали. Потом сравнивали, получали тоже за это баллы. И это было, естественно, до оценки того, насколько научились определять птиц в полевых условиях. И самый главный экзамен это был выпускной, уже на оценку с получением сертификата, чтобы, собственно, понять, чему же научились студенты за эти 25 дней обучения. И экзамены вступительный и выпускной, они были онлайн. Вот так выглядит тестовый экзамен по изображениям, то есть выводится изображение птицы и варианты ответа. В итоговом экзамене вариантов ответа не было, и нужно было все это успеть ответить за 30 секунд на каждый вопрос. И фотография была не такая хорошая, там могла встретиться птица, так сказать, своей филейной частью, либо в плохих условиях освещения, то есть настоящий определятор, или как он называется, сертификата птиц в природе должен уметь это делать в любых погодных и иных условиях. Был также экзамен по звукам. Здесь варианты ответа сохранялись и в итоговом экзамене, потому что очень сложно без них определить, кто поет. Давалось 30 секунд на прослушивание аудиозаписи и 30 секунд на ответ. Ну и надо сказать, что на экзамене там столкнулись с такой ситуацией, что некоторые птицы сложно познаются, потому что записаны звуки не в нашем регионе. Вот. Что же получилось в результате? Продвинулись ли наши студенты в обучении? Вот здесь слева показан результат по изображениям, справа по звукам. Вот видно, что вступительные экзамены, оценка то есть число баллов по вступительным экзаменам, оно достоверно ниже, чем на выпускном экзамене. То есть прогресс достоверен и заметен. То есть после обучения все научились определять птиц гораздо лучше, чем до. Что касается непосредственно оценок, вот в изображениях звуки. Система баллов была от А, самой высокой, до F. F — это уже люди, которые не прошли проходной балл. Такие были только по звукам. Вот. Вероятно, потому что, в принципе, очень много людей на слух различают птиц сложно, и, пожалуй, за те несколько месяцев научиться без интенсивных каких-то домашних тренировок сложно. Но, тем не менее, оценка А была почему-то только по звукам. Все это получились у нас супер талантливые два человека, которые просто идеально определяли их по звуку. Но в целом оценки были хорошие, мы сравнивали с другими регионами за тот же год, там оценки даже похуже, это считается нормальным, потому что на самом деле за несколько месяцев всему этому учиться сложно, кто учился самостоятельно, знает это. Даже на полевой практике студентов-биологов тоже там дается 2 недели, чтобы научиться этому всему, это нереально. Обязательно нужны еще домашние занятия. У нас целью было не только обучить людей, но как-то помочь и науке. Мы проводили учеты птиц для Полистовского заповедника, вносили данные для Европейского атласа гнездящихся птиц и в онлайн-базу международную ЕБиолог. Также стало приятным бонусом, что мы встретили 3 новых вида птиц для Полистовского заповедника. В том числе степной лунь, который не встречался там с 19 века. И если кто-то был из вас на круглом столе по экопросвещению и туризму,
который был недавно, то там высказывалась одна точка зрения, что всяческие экотуристы, волонтеры, они мешают работе особо охраняемых природных территорий, там как-то мешают научной работе. Ну, это вот как иллюстрация того, что на самом деле мы можем и помогать. Вот кажется, здесь видно, что у нас было на каждом маршруте не очень мало человек, здесь даже не все представлены. То есть, с одной стороны, мы, конечно, могли отпугивать птиц, с другой стороны, чем больше глаз, тем больше вероятность увидеть кого-то интересного. А лучший глаз — это фотоаппараты. Эта фотография была сделана нашим суперфотографом, который вот успел пролетающую за секунду птицу сфотографировать, и потом мы ее определили. И встретили мы даже не только новые виды птиц, но и млекопитающих. Вот орешниковая соня, она вообще не регистрировалась на территории Полистовского заповедника. Мы нашли ее в Гагаляне. И подробно вы об этом можете почитать на сайте Элементы.ру, где опубликована заметка. Вот. А более подробно о находках в Полистовском заповеднике вам расскажет Оскар Сайфуллин. Вот он сидит, поднимает руку. Очень интересно получился постер. Сходите сегодня, номер его 112. О взгляде со стороны студента, было ли вообще нужным, полезным ему это обучение, расскажет Евгения Правдолюбова сегодня в 20:30 на круглом столе в аудитории ЗУЕО. Так что сходите, послушайте, правду ли я тут вообще говорю, и было ли это все полезно студентам. Также прошу вас обращаться к нам, если вам нужны подготовленные волонтеры, которые не только знают хорошо птиц, но и приспособлены к полевым условиям, потому что курс был в основном полевой, мы выезжали на несколько дней, там и с палатками в том числе. Также среди нас были фотографы-профи, особенно студент Антон. И вообще возникает такая всегда проблема, надежный ли человек, который приедет, с которым ты общался по интернету, а мы можем гарантировать, что мы этих людей знаем и им можно доверять. Также вначале я говорила, что регионов России много. Открыт пока только центральный лесной. В этом году очень надеемся и стимулируем коллег запустить район Балтика и Центральная степь. Да, они здесь присутствуют, и здесь вы всех поддержите. И есть еще несколько вакантных регионов, они отмечены зелененьким. Да, и благодарю всех, кто нам помогал. Спасибо вам за внимание. И вот наши контакты, обязательно сфотографируйте. Здесь 3 наших преподавателя. И Вероника Самоцкая, собственно, тот человек, который эту программу привнес, так сказать, в Россию и нашел уже других преподавателей. Зажег своим интересом. У нее сегодня день рождения. Давайте похлопаем. Спасибо. Вопросы? Да. Как скоро дается возможность пересдать экзамен человек, который его завалил? Это хороший вопрос. Скажу сразу, это очень все серьезно. Дается 3 попытки за всю жизнь на сдачу этого экзамена. И пересдать его можно через 3 месяца после первой попытки. Еще... Да. Извините, может, я пропустила. 25 человек, 25 заявок вы приняли. Да? Еще раз. 25 заявок вы приняли. Сколько выпускников осталось? Ну, получивших диплом. Да, здесь у нас возникла одна такая небольшая трудность, что мы на радостях приняли всех желающих и не посмотрели на их мотивацию. То есть, казалось бы, все должны были быть ответственными и заинтересованными, но экзамен сдало 15 человек из 25. Поэтому тем, кто будет открывать в других регионах, очень советую как-то найти рычаг. На этапе уже приема заявок. Да, то есть мы собираемся запускать в этом году уже 2-й раз ее и проводить личное собеседование, потому что
по заявкам через интернет это все ненадежно. И еще вот этот ваш курс, извините, 25 дней, он был в течение какого периода? Да, там было указано, это с апреля по июнь. Спасибо. Да, пожалуйста. У меня вопрос. Вам вступило 36 заявок, набрали 25 человек. Чем вы мотивировали остальным, что вы их не берете? Там все было очень просто. Некоторые не сдали вступительный экзамен, то есть они просто не стали его сдавать. Это необходимое условие, что кто сдал, вот, тот принимается. И часть людей, опять же, получив наше первое информационное письмо о том, что вставать надо будет очень рано, всегда приходить рано, у кого-то это 8, у кого-то 10, а иногда приходилось вставать там даже в 3, 4, 5 утра. И люди отвалились сами. Сразу к долгу, что дает сертификат? Вот сертификат без бумажки, а букашка, это можно показать, посмотреть, сдать его любому. Вот просто дело в том, что у нас мы обращались к разным заповедникам, заказникам, чтобы привести свою группу, там мы помогали с учетами, вот Полистовский заповедник откликнулся, а были такие, которые говорили, не нужны нам ваши волонтеры, вообще мы все сами. Если вы окончили курс, у вас есть уже этот сертификат, его можно предъявить, что вот я прошел международный курс обучения, у меня есть квалификация. Я прошу прощения, время вышло, а вопросов все равно больше, чем мы можем сейчас Да, вы задать. подходите, пожалуйста, у нас здесь Запомните, двое. пожалуйста, докладчика. Меня зовут Юля, вы найдете во меня время по обеда- футболке, которую, кстати, получает каждый, кто сдал этот экзамен онлайн. Так что Вот она, присылайте.